Наша история начинается с того, что группа подростков идут в свой класс. По пути они встречают студентов, которые думают, что они крутые, и задаются вопросом, встречаются ли они друг с другом. Оказывается, девушка глава студенческого совета по имени Инуками, а парень ее подчиненный по имени Казуки. Затем нас знакомят с парнем по имени Усата, обычным школьником, который всегда проводит время в одиночестве, но любит помогать животным и птицам. Однажды, помогая группе Воробьева, он поздно возвращается домой. Внезапно пошел сильный дождь, и несколько студентов забрали у него зонтик. Раздумывая, что делать, он думает украсть зонтик у другого студента, но так как он добрый и любящий парень, он понимает, что это неправильно. В этот момент входит Инуками и спрашивает его о зонтике. Поскольку она является президентом студенческого совета и не хочет, чтобы студент промок под дождем, она предлагает одолжить ему свой зонтик, но Усата отказывается. Входит ее подчиненный Кадзуки и говорит ей, что он его одноклассник, и дает ему его дополнительный зонтик. Усата задается вопросом, откуда Казуки знает его имя, ведь они не разговаривали друг с другом в классе, но думает, что он должно быть хороший парень. Перед тем, как продолжить, хочу сказать, что вы можете поддержать мое творчество донатом. Все, кто задонатит любую сумму, будут появляться в начале каждого видео. Ссылку на донат можно найти в описании. Заранее спасибо. Затем они возвращаются домой, заявляя, что должно быть эта судьба свела их вместе. Но Усата чувствует, что студенты будут ему завидовать, поскольку он идет рядом с популярным дуэтом в школе. По дороге он говорит Кадзуки, что думает о нем как о парне, который разговаривает только с девочками. Но Кадзуки отрицает это, заявляя, что он отвечает только девушкам, которые с ним разговаривают. Усата также говорит Инуками, что думает о ней как о богине, но Кадзуки сообщает ему, что она не только добрая и красивая, но еще хорошо разбирается во всех предметах и преуспевает в спорте. Услышав их задушевный разговор, Усата спрашивает, встречаются ли они, ведь он слышал так много слухов о них в школе. Однако Кадзуки говорит, что их отношения всего лишь как босс и подчиненный. Поскольку никто не сказал этого им, Инуками говорит ему, что восхищается его храбростью, говоря, что это лучше, чем говорить за спиной. Затем она спрашивает об их планах на будущее, но они говорят, что у них их нет. Кадзуки спрашивает, почему она всегда задает этот вопрос, на что она отвечает, что она не принадлежит этому миру. Услышав ее слова, Усата понимает, что она его противоположность, так как он сам хочет иметь популярную жизнь, при этом она легко получает все, что хочет. В этот момент Инуками и Кадзуки слышат звуки колоколов и останавливаются. Они спрашивают об этом Усата, но он ничего не слышит. Вдруг звук колоколов становится громче, и под ними появляется магический круг. Усата думает об этом круге как о вратах в другой мир, что вызывает интерес у Инуками. И в следующий момент они телепортируются в другой мир. После этого они просыпаются во дворце. В то время как Кадзуки и Усата в ужасе от внезапного поворота событий, Инуками в восторге и рассказывает, что ей всегда хотелось попасть в другой мир и встретиться с монстрами и героями. В этот момент человек, сидящий на троне, извиняется перед ними и раскрывает, что он Ллойд Лингер, король королевства и тот, кто призвал их в этот мир. Он говорит им, что они были призваны в это королевство как герои, вызывая панику у Кадзуки и энтузиазм у Инуками. Он рассказывает им, что 2 года назад они подверглись нападению короля демонов этого мира. Вместе со своим войском после напряженного боя им удалось лишь дать им отпор. С тех пор повелитель демонов усиливает свои силы, стремясь уничтожить это королевство. Он также говорит им, что в качестве последнего средства защиты королевства они использовали запрещенную магию, позволяющую им вызывать существ из другого мира, способных победить повелителя демонов. Это процесс, который они называют призывом героя. Хотя Инумаки этому рада, Кадзуки отклоняет эту просьбу и просит его вернуть назад, говоря, что там его ждет его семья. Однако король Ллойд говорит ему, что это невозможно. Далее он проясняет, что заклинание призыва героя работает только в одном направлении. То есть они могут привести героев в этот мир, но не могут отправить их обратно. Разгневанный этим, Кадзуки пытается напасть на них, но Усата останавливает его. В этот момент король Ллойд кланяется им, называя их героями, и просит одолжить свои силы, чтобы победить повелителя демонов, пообещав, что он попытается найти способ отправить их в свой мир в ближайшем будущем. После этого Инумаки спрашивает, почему они называют их героями, и думает, что они, должно быть, ошиблись. Правая рука короля Уэлси сообщает им, что магический круг «Вызов героя» содержит заклинание, которое ищет тех, у кого есть потенциал героя, и услышать звук колокольчика – это доказательство. Однако Усата говорит, что ничего не слышал, а это значит, что его просто зацепили. После этого Уэлси отводит их в свою комнату, чтобы проверить их магические способности с помощью своего кристалла. Кадзуки спрашивает Усата, согласен ли он с этим, поскольку его втянули в это без его ведома. Однако Усата говорит ему, что это его устраивает. Возможно, он не герой, но он хочет что-то сделать для этой страны. В этот момент Уэлси просит Инуками положить руку на волшебный хрустальный шар, и когда она это делает, выясняется, что Инуками обладает силой магии грома.
Затем она просит Кадзуки положить руку на кристалл, и когда он это делает, раскрывается, что Кадзуки обладает силой света, редкой способностью, которая может легко погасить любое зло. После этого она просит Усато положить руку, и когда он это делает, кристалл излучает зеленый свет. В ужасающем состоянии Уэлси хватает его за руку и выбегает из комнаты, волоча его за собой. Она сообщает королю Ллойду о магии грома Инуками и магии света Кадзуки, но приходит в ужас, раскрывая магию Усато. Король Ллойд предполагает, что Усато может обладать темной магией, способностью, которую обычно контролируют демоны, но она уточняет, что кристалл стал зеленым. Услышав это, король Ллойд тоже приходит в ужас и советует ей не упоминать об этом вслух, так как этот тип магии очень редкий. Он считает, что им нужно увести Усато как можно дальше от замка и задается вопросом, есть ли для него безопасное место в королевстве. Прежде чем они готовятся к его отъезду, Усато расспрашивает короля Ллойда о его магии и выражает беспокойство по поводу его природы. В этот момент входит девушка с зелеными волосами, вызывая панику среди всех присутствующих, в том числе короля. Она спрашивает о магии призыва и героях, смотря на Усато, и приходит к выводу, что он должен быть призванным героем. Однако король Ллойд заявляет, что Усато не герой и был призван по ошибке. Выясняется, что зеленоволосая девушка — это Роуз, капитан спасательного отряда королевства. Видя устрашающую внешность Роуз, Усато думает, что она не похожа на кого-то из спасательного отряда, а скорее отряда убийств. Уэлси предлагает отвезти Роуз в комнату героев, и она с радостью соглашается. Когда Роуз собирается уйти, король Ллойд предлагает Усато отдохнуть в комнате, пока они обдумают ситуацию. Однако Усато требует от него информацию о его магии и почему волшебный кристалл становится зеленым. При упоминании зеленого цвета Роуз останавливается и просит у короля разрешения одолжить Усато. В ужасе король Ллойд приказывает Уэлси отправить Усато как можно дальше, и она подчиняется. Однако Роуз исключительно быстра и догоняет его и нарушает магическое заклинание Уэлси для поимки Усато. Затем она сообщает королю Ллойду, что намерена обучить Усато как настоящего целителя, и уходит из дворца. Выясняется, что несмотря на то, что Усато был случайно призван в этот мир, он обладает редкой магией целителя. Уэлси сообщает Инуками и Кадзуки об этом и о планах Роуз сделать Усато своим подчиненным, поскольку она также обладает целебными магическими способностями. Инуками думает, что это неплохо, но Уэлси предупреждает ее, что обучение Роуз и методы чрезвычайно суровы. Достигнув своего дома, Роуз объясняет Усато концепцию исцеляющей магии. Она знакомит его со своими подчиненными, включая Тонга, Миля, Алика, Гомула и Гурда. Все равно всех не запомним. Извиняясь за устрашающий вид, Тонг поясняет, что это их способ представить себя. Затем Роуз сообщает Усато, что в спасательном отряде есть только 2 целителя, которые в настоящее время находятся на службе в другом месте. С более устрашающим выражением лица она сообщает ему, что расширит его возможности исцеления. Но Усато хочет изменить инструктора. Однако она уходит, заявляя, что его обучение начнется рано утром следующего дня. Потрясенный Усато размышляет о том, что ждет его впереди, но решает приложить все усилия. На следующий день Усато просыпается и узнает, что Кадзуки и Инуками пришли навестить его. Они выражают облегчение по поводу того, что с Усато все в порядке. Усато говорит, что с ним все хорошо на данный момент, но он не уверен в своем будущем выживании, так как он должен пройти ужасную тренировку Роуз. В этот день Кадзуки также говорит, что он принял решение и сделает все, что в его силах, чтобы помочь этому миру. После этого они уходят. Роуз затем дает Усато дневник и поручает ему записывать его тренировки, опыт или все, что он захочет задокументировать там. Таким образом, наконец-то начинается тренировка Усато. Поначалу тренировка кажется очень легкой, или он так думает. Тренировка Роуз постепенно становится ужасной. Другими словами, первый день будет очень легким, второй день будет немного сложнее, чем первый, а третий день будет сложнее, чем второй, и так далее. Роуз дает книгу общих знаний, чтобы помочь ему лучше познакомиться с миром. Она также сообщает ему, где живут демоны. С каждым днем его тренировочный режим становится все более трудным и ужасным. В то же время он очень хочет выразить, как сильно он ненавидит Роуз, но он знает, что она убьет его, если он сделает это. Он предпочитает вымещать свой гнев на Роуз, записывая все в свой дневник. В результате его обучения Усато наконец начинает видеть проблеск его исцеляющей магии. Роуз нередко безжалостно пинает его. Как ни странно, Усато теперь начал использовать свою исцеляющую магию, чтобы вылечить себя под постоянными атаками Роуз. Через некоторое время Усато наконец удается контролировать свою магию, и в результате он не устает и его травмы затягиваются. Роуз тут же намекает, что Усато нужно бежать быстрее, чтобы он мог быстрее добраться до поля битвы и спасти своих товарищей. На 13-й день Роуз заставила его бежать с тяжелыми гирями. Он обнаруживает, что Тонг съел его обед, поэтому злится, а затем начинает преследовать Тонга с намерением побить его.
Через некоторое время Кадзуки и Инуками приходят увидеть Усата. Разумеется, они оба ошеломлены, увидев нового Усата, и они становятся свидетелем того, как Усата тренируется, а Инуками начинает пускать слюни, видя его мускулы. Сиглас, сильнейший рыцарь королевства, упрекает Роуз за то, что она провела Усата через такое обучение. Во время их разговора Усата знакомится с Селией, принцессой королевства. Инуками с юмором пытается взглянуть на его мышцы. Через некоторое время Тонг приносит Усата обед, но Усата начинает вести себя грубо, а затем затевает драку с Тонгом. Он все еще злится, что тогда Тонг съел его обед. Они начинают обмениваться ударами, в то время как все в шоке от этого. После этого они уходят. В конце концов, Роуз отводит его в место, где обитают демоны, а затем она намекает, что Усата должен победить огромного медведя Гризли, если он хочет вернуться домой. Усата изо всех сил пытается отказаться от этого, но Роуз просто бросает его вниз. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если да, то подпишитесь и поставьте лайк, чтобы поддержать мой канал.